Всех приветствую. Ну что, биткоин у нас зацепил снова с ракет, а нам пора записать обновление обзора на него и на другие криптовалюты. Начнем с биткоина, как я уже сказал. Пока у нас прогноз идет по плану. Смотрим на часовики. Мы пришли в отмеченную зону. Пока все прекрасно. Когда стоит опасаться разворота? Уже сейчас. Потому что если посмотреть опять на 4 часа, также и на часовике было видно, у нас рост цены идет, рост объемов не идет. Индикатор также не превышает уровень. Это значит, мы получили дивер на понижение, и я бы сейчас в покупки не входил. Куда можем ожидать понижение? Сейчас промерим. Если мы упадем с ближайших уровней, то зона, куда мы отправляемся в коррекцию, это вот здесь. Так, давайте здесь отметим красным, а здесь зеленым. Вполне как раз проторговочка вот сюда, в эту проторговочку мы вполне можем спуститься. Получается 36-33 тысячи за биткоин. Дальше уже будет видно. Естественно, эта зона будет подниматься выше, если цена продолжит расти и по Фибоначчи зона сместится. Далее, эфириум. По эфириуму также прогноз пока что отыгрывает. Мы пошли с прошлого прогноза вверх, где я ожидаю разворот. Подтверждаются ли мои догадки? Конечно же, да. Биткоин, объем у нас идет вниз. Индикатор также показывает дивергенцию. Все это нам говорит о том, что с большей вероятностью мы отправимся вниз, и идти наверх нам все тяжелее. Здесь также я ожидаю, что мы направимся скоро в коррекцию. Куда нас ждет коррекция? Давайте посмотрим. Если это завершение всей волны 3, то коррекция у нас довольно-таки внушительная. Вот она, зона, где ожидается, где стоит рассматривать снова покупки. Эта зона совпадает с уровнем поддержки, эта зона совпадает с проторговкой. Где именно остановится, будет видно, когда мы сюда придем. Пока я бы прекращал торговать и ожидал коррекционное движение. Ripple. По Ripple. Пока мой прогноз также подтверждается, мы будем здесь формировать что-то в виде треугольника. Не факт, что будем, но пока это подтверждается. Потому что если глянуть на часовики, мы формируем импульс. Волна А в треугольнике ABCD как раз таки является импульсом. Давайте отмечу. Если у нас импульс вот такой, в зону коррекции мы пришли. Так, вот это можно удалить. В зону коррекции мы пришли явно. Здесь даже можно не перепроверять, не подмерять. Если мы завершили коррекцию, давайте посмотрим, куда мы можем выстрелить отсюда. Зона, куда мы можем сходить наверх. Вот это. Здесь нужно будет, если мы сюда дойдем, рассматривать разворот. Но так как уровень, смотрите, сопротивления близок, я бы не дожидался этого уровня, а где-то уже вот здесь бы закрывался, как раз здесь и 0,5 круглое число. Вот здесь можно вполне уже закрывать. Давайте я и уровень сюда спущу. После чего, я думаю, пойдем вниз. Далее. Dash. По Dash'у также прогноз у нас отыграл. Можно это удалять. Мы пришли в зону, в расчетную зону конца третьей волны. Получили здесь дивергенцию. Объемы, правда, немного выше, что нам говорит о том, что можем еще повыше сходить. Но расчетную цель мы выполнили. Если завершенный импульс завершается именно здесь, то давайте промерим, куда мы можем сходить вниз. Вот она зона, куда мы можем направиться. Вот в эту проторговку, в уровень вот этой проторговки. После чего наверх. Давайте отметим зеленым. И мой прогноз. Вполне можем забросить наверх, после чего пойдем в коррекцию. Так, далее.
Смотрим, давайте рубль посмотрим. Мне он тоже интересен. Я закупаю доллары. В глобальной, долгосрочной перспективе вижу, что будет рост. Но если смотреть локально, то рубль немного укрепляется. Мы не пошли сразу наверх, как я здесь отмечал. Зона по-прежнему актуальна, куда мы должны прийти. Цели по-прежнему актуальны. Структура также не сломана, потому что импульс 1, 2. Здесь у нас был бы 3, там 4, 5. Даже здесь, если закончился импульс в третьей волне, волна 4 не пересекла пик волны 1. Пока все идет по плану, и я по-прежнему ожидаю глобальное движение наверх. Так, пойдем далее. Litecoin. Что у нас по лайткоину? Litecoin также у нас нормально идет. Все в расчетную зону дошло. Прогноз сработал. Видим дивергенцию. Объемы не повышаются. То нам подсказывает сделать вывод, что завершилась третья волна. Вполне может забросить и пойти вниз на коррекцию. Коррекция, как вы уже, наверное, и сами можете ее рассчитывать, если смотрите видосы, идет вот на эти уровни. Здесь совпадает и пик волны 1, который мы не должны пересекать, и уровень поддержки, и расчетная зона по Фибоначчи. Вот сюда мы вполне можем сходить на коррекцию, после чего пойдем наверх. Предположительно, опять-таки. Биткоин Кэш. Биткоин Кэш также у нас идет наверх. Прогнозы удаляем, достигли расчетной зоны. Все это. Но вот здесь есть небольшое отличие. Точнее, большое. Здесь нет дивергенции, объемы повышаются, что нам говорит о том, что, скорее всего, третья волна с большей вероятностью растянется и пойдет еще выше. Биткоин Кэш выглядит сильнее, чем предыдущие монеты. Куда можно его ждать? Если по Фибоначчи мы пробиваем 1.618, то следующая зона вполне вот сюда. Что у нас здесь? Но вот эти пики тоже можно принять за ориентир. Я все-таки думаю, что третья волна растянется, и мы пойдем выше. Давайте нарисую прогноз, как обычно. Если все монеты пойдут в коррекцию, то и биткоин кэш, я думаю, тоже. Поэтому вполне вероятно, что что-то такое получится. Пока прогноз такой. Так, тут дальше у нас пошли просьбы из комментариев. Stellar. Глянем на 4 часах. Stellar. Так, предыдущий прогноз у нас отработал, но не полностью. Что значит не полностью? Это значит, что зону я нарисовал вот сюда, по Фибоначчи, но также вам говорил, что ориентиром будет служить пики волны 3. Смотреть, если на объемы, то объемы, естественно, здесь ниже, индикатор ниже, что говорит о том, что эта волна, это последняя в этом импульсе, и вполне вероятно мы пойдем также со всеми вместе на коррекцию. Что я здесь ожидаю? Ну, здесь либо мы просто получаем пятую укороченную волну и сразу идем вниз, ну, либо нас обрадуют, цепанем зону и пойдем вниз. Если вы еще не в лонгах, то и не стоит там быть, потому что, ну, это здесь все может, конечно, случиться, может и на Луну там, как говорится, улететь, но может и сразу вниз. Здесь слишком опасно лонговать. Дальше Waves. Waves также прогноз отработал. Мы вышли отсюда из треугольника. Все это можно сносить. Все это уже отработало. Не загромождаем график. Прогноз отработал. И дошли мы до ближайшего уровня сопротивления. После чего развернулись вниз. Куда сейчас стоит ждать Waves? Выглядит он как завершенный какой-то импульс. Здесь у нас получили дивергенцию и на объемах, и на индикаторе. Что говорит о том, что сил у него идти наверх меньше, чем вниз. Вероятность пойти вниз выше. Поэтому сами смотрите. Вот здесь, смотрите, такая же ситуация была. Подошли сюда, здесь был дивер на объемах, после чего мы пошли, вниз на 40%. Здесь может это все повториться. А может и не повториться. Рынок всегда разный. Что касается моего прогноза, я здесь все-таки думаю, что мы сходим как-то вниз пойдем. Уровни отмечать не буду. Уровни у нас нижний уровень сопротивления.
Так, поехали дальше. Давайте посмотрим DOT. Polkadot. 4 часа. По прошлому прогнозу все пошло по плану. Сходили в коррекцию. Зону удаляем. И пошли в пятую волну. Естественно, о пятой волне у нас говорит то, что получили дивергенцию на объемах, на индикаторе. Куда у нас ждать пятую волну и завершили ли мы ее? Расчетная зона пятой волны вот здесь. То есть мы на нее практически добили, но еще нет. Вполне возможно, так же как и по другим монетам было. Давайте нарисую прогноз. Дадим забросик и пойдем в коррекцию пониже. Куда пойдем в коррекцию? Самый очевидный вариант — это вот вернемся в эту проторговку на уровень 14, 15, 18, 19. Вот в эту проторговку. Пока такой прогноз. Дальше еще 3 монеты, но они менее популярные. Рун я уже смотрел как-то, похоже. Да. Что у нас мы здесь? Что мы здесь получили? 1, 2, 3, 4. Сюда получили мы завершение волны. Угу. Все, мы это отработали, можно сносить. Прошлый прогноз отработал. Что касается ситуации сейчас. Улетели мы высоко. Улетели мы далеко. Посмотрим на дневках. Мы находимся на хаях. Дивергенции у нас нет. Объемы практически такие же, повышенные. Что можно сказать? Чем сильнее идем наверх, тем сильнее будем падать. Если рассматривать это движение в плане импульса, как импульс, то мы, как всегда, пробили все, что можно. И ближайшая зона коррекции расчетная, куда следует ожидать данный актив, это вот сюда. Можем, получается, упасть от текущих уровней на 30% практически. Но стоит отметить, что нет такой явной дивергенции. Хотя нет, есть. Вот она прямо здесь и есть. Это вполне может быть завершением. Я думаю, все-таки мы здесь пойдем вниз на коррекцию. Развернется ли это здесь, пока невозможно сказать. Нужно будет смотреть по факту на характер движения, разворотного движения. Так, дальше. STMX. Что это у нас такое тут? А это какая-то ерунда. То есть актив стоял, никому не нужен, бабах, выстрелил и опять стоит. Это, похоже, брат Dogecoin, чисто памповый актив. Хотя, может быть, что-то они и выкатили. Ну, давайте, справедливости ради, натянем на это все дело волны. И если мы так хорошо и сильно улетели на повышенных объемах, то это нам говорит о том, что это третья волна. Получается, первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Куда ждем коррекцию. Легко рассчитать. Возможно, мы даже уже на ней, скорее всего, так и есть. Сейчас нарисуем. Да, мы как раз в этой зоне. Так, 4-часовик. О, как идеально, смотрите. Прям в эту зону. Прям на уровень 0.5. И стоим. По индикатору мы идем вниз. Объемы у нас пропали. Не стоит это торговать прям таки по волнам. Это чисто был памп, какой-то развод. Я думаю, потихонечку, если не наметится нового пампа, если никто его не организует, то мы потихонечку пойдем вниз. Но если будет хороший памп, вниз мы можем, кстати, идти вплоть вот до этого уровня, до пика волны 1. То есть еще можем спускаться хорошо. Так как дивергенции у нас здесь нет, все-таки есть хорошая вероятность, что памп произойдет где-то, опять-таки, от нижних уровней, опять сюда, в зону этого пика. Вот такая монета, если это можно так назвать. Еще один какой-то актив, который я не торгую. Здесь уже выглядит как-то более живо. Какая-то волатильность есть. Что-то покупают, продают. Объемы хорошие. Что у нас на дневках? На дневках, если смотреть, то мы здесь видим. Здесь снижение, был взлет. Давайте рассмотрим последний импульс. Так, где у нас низы? Здесь последний импульс. Если принять за волну 1, 2,
3, 4, 5 повышенного объема говорят нам о том, что это вполне вероятно волна 3. Так, сколько у нас все это длится? Так, волна 3 это еще не закончено. Волна 3 не закончена. Так, посмотрим поближе, что у нас происходит здесь. Очень похоже, что как раз таки вот это была волна. 1, 2, 3, 4. Сюда потом пойдем. Так, цвет сменю. Куда ждать волну 3? Зона волны 3. После чего будем смотреть, куда пойдем дальше. Нарисую прогноз, что мы забросим наверх, получим дивергенцию и пойдем в коррекцию пониже. В конце ролика хотел бы поблагодарить человека, моего подписчика из комментариев с ником Олег Д. Он решил поддержать этот канал и задонатил неплохую сумму в дэшах. Это было неожиданно и большое спасибо. А так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение о криптовалюте. Удачной торговли и счастливо!